Друзья, всем привет! И в этом видео вы увидите, как я делал вот эту скалу. Друзья, а перед началом просмотра этого видеоролика прошу поставить ему лайк, подписаться на мой канал. Это очень здорово поможет в продвижении моего YouTube канала. А если вы еще поделитесь этим видеороликом в своих социальных сетях, то плюс 100-500 к вашей карме вам точно обеспечено. Заранее всех благодарю. Первое, что нам нужно сделать для скалы, это сначала сделать обрешетку. Потому что, скорее всего, это будет какая-то определенная инсталляция. И чтобы по краям она была ровная, нужна обрешетка, чтобы можно было к ней примкнуться. Неважно, что это будет, обои, там, или может быть вагонка, или еще что-то, какие-то материалы отделочные. Обрешетку можно сделать из чего угодно. Я сделал из стартовых профилей, которые идут для гипсокартона. Что я буду делать дальше? Я нарисовал эскиз, сразу же выделил, где будут особенно такие глубокие трещины, вот в таких местах. И на эскизе у меня сразу видно блоки камней. Этот эскиз я нарисовал с помощью фотографий. Скачал несколько фотографий, которые мне более-менее понравились. И из каждой фотографии что-то для себя брал и рисовал такой эскиз. Фотографии мне нужны для того, чтобы я мог видеть толщину и глубину камня. Потому что на фотографиях это все более трехмерно. И, соответственно, по фотографиям буду ориентироваться по толщине камней. И в соответствии с этой толщиной я буду сейчас сюда делать каркас из пеноплекса. Еще хочу вам показать один небольшой лайфхак. Вот я нарисовал такую сетку и на стене нарисовал сетку. И теперь мне будет пропорции камня легче перенести на стену. Вот такой небольшой лайфхак. Сейчас основные большие блоки камней я рисунком переношу на стену. Так мне будет проще ориентироваться, какого размера нужно будет вырезать пеноплекс. Каркас из пеноплекса нужен для того, чтобы уменьшить итоговый вес скалы. В дальнейшем этот каркас я обошью металлической сеткой ЦПВС ячейки 20 на 20 мм. Можно также использовать сетку с более мелкой ячейкой. Использую именно сетку ЦПВС, потому что она легко тянется и не имеет жесткой конструкции, как сварная сетка. Потом каркас из сетки и пеноплекса я обмажу пескобетоном, перемешанным с плиточным клеем в пропорциях 1 мешок пескобетона, полмешка плиточного клея. И обязательно добавлю полипропиленовую фибру. Фибру добавляю в 2 раза больше, чем то количество, которое я добавляю в видео про рецепт орбитона. Ссылку на это видео я оставлю в описании к данному видеоролику. Вместо полипропиленовой фибры можно использовать базальтовую, но работать с ней нужно аккуратно, так как после контакта с ней могут чесаться руки, как после стекловолокна. Каркас из пеноплекса и сетки я обмазываю для того, чтобы создать черновой слой, на который в дальнейшем можно будет наносить декоративный слой артбетона. Вот я основные блоки камней обрисовал. Такая у меня разметка получилась. И сейчас по этой разметке буду крепить пеноплекс. Каркас из пеноплекса я клею на жидкие гвозди. Пеноплекс еще дополнительно закрепится, когда я буду крепить стальную сетку дюбелями. Поэтому за прочность всей этой конструкции можно не переживать. Сетка набита. Я уже промазал все бетоноконтактом. Теперь можно приступать к нанесению первого чернового слоя бетона. Я замешал уже первый базовый слой. Сейчас буду его наносить, создавать бетонный каркас. Ранее я говорил, что мешаю пескобетон с плиточным клеем для чернового слоя. Для чего я это делаю? В плиточном клее есть один компонент, который делает его липким. Именно липким, а не пластичным, как пластификатор делает пластичный пескобетон. Таким составом я обмазываю каркас из сетки с пеноплексом. Так пескобетон лучше прилипнет к основанию и заодно свяжет всю конструкцию. А сам черновой каркас, в свою очередь, уже послужит основанием для декоративного слоя бетона. Каркас, который я делал, уже высох. Можно начинать его декорировать. Первым делом, конечно же, надо все это сначала смочить, чтобы получше прилип артбетон. В общем, я буду делать, а вы наблюдайте.
Когда я наношу декоративный слой арт-бетона, я заранее прорезаю границы камня. Я это делаю для того, чтобы по этим границам нарастить слой бетона на отдельных камнях. Так камни на скале где-то будут упирать, а где-то наоборот будут в глубине, и скала получится более рельефной. В этом видео я не стал подробно показывать, как я резал скалу, чтобы не делать его длинным и скучным. Показал только некоторые фрагменты. Кстати, если вам интересно, какими инструментами я пользуюсь, у меня на эту тему есть отдельное видео. Ссылку на это видео я также оставлю в описании. Вот такая скала у меня получилась, осталось только ее покрасить, а о том, как я красил скалу, вы сможете посмотреть в следующем видео. Всем спасибо за просмотр этого видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и увидимся с вами в следующем видео. Всем пока!